Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Азамель, и сегодня у нас очередной мукбанг обзор, потому что сегодня у нас новинки от Макдональдс. Я просто не удержалась заказать. На самом деле Макдональдс у нас было очень недавно, но там у нас новинки принесли. Я сразу захотела заказать, а как заказать, не сняв? Решила как раз снять и как раз покушать, попробовать, как они на вкус, потому что звучит многообещающе. Мангал. Здесь кола, здесь луковые кольца. Я просто заказала, чтобы как бы рядышком было что есть. Вы видите, как они выглядят. Выглядит неплохо. Пришли в таких вот коробочках. Причем здесь мангал курица, мангал говядина. И то, что с курицей, здесь отмечено было. То есть, что внутри бургер с курицей. На размер они как Big Tasty. Сейчас попробуем на вкус. Также сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Давайте начнем с говядины. Вот в таких вот еще бумажках они приходят. Не все бургеры в Макдаке в таких бумажках. Давайте это выкинем. Мне интересно, что там за соус. Котлетка я бы не сказала, что пахнет дымком, но здесь какие-то специи в мясе. Да, здесь какие-то специи, а до соуса я еще не добралась. Не знаю, мне так попалось, но соусом полили не обильно, так. Ну, короче, в мясе есть какая-то специя. Пока что мне не нравится, что вкус мяса не выраженно чувствуется. Он стоит $7.50. Почти как Royal Cheeseburger. На копейки дешевле. Короче, такой не в восторге. Туда добавили какие-то специи, но вкус мяса не чувствуется, вообще не выражено. То есть тот же самый Big Tasty, который дороже всего на 1 манат, в разы просто вкуснее. Давайте попробуем чикен. И все, я перейду к вашим вопросикам. Чикен такой горячий всегда. Давайте я это уберу. Потому что он во фритюре, наверное, готовится. Знать бы, что сюда добавили. Здесь красный лук, айсберг, соус, помидорки. Бургер с курицей приятнее чуть-чуть. Угу. Бургер с курицей чуть приятнее. Выглядит очень красиво. Но на вкус они
как-то не побеждают для меня тот же самый Big Tasty или даже Royal Cheeseburger. В Royal вообще мясо, оно такое, вы знаете. Ну, неплохой бургер. Но я бы не отдала 7 манат 50 копеек за это. Хотелось найти какой-то свой фаворит. Хотя мой фаворит уже Big Tasty. Но все равно. Так, перейдем к вопросам. Вопрос задает Катя. Или я не смогу прочитать. Заканчивается никнейм 2021. Вопрос, есть ли у вас любимые сериалы? Я думаю, что вопрос узнает пользователь. Напиши, как тебя зовут, чтобы мы смогли передать привет. Любимые сериалы. По-моему, я как-то отвечала на этот вопрос. Но как-то давно. И уж точно не говорила про мой любимый сериал русский «Кухня». Мне очень нравится этот сериал. То есть этот сериал любимый на данный момент. Я вам рассказывала про то, что я смотрела в детстве, «Зачарованные» и так далее. Что я не люблю сериалы, но этот сериал... Бургер немного разваливается. Но этот сериал ситком, поэтому не нужно ждать как бы продолжения, да. Ты не становишься каким-то зависимым. Хотя в свое время я просто подсела на этот сериал. И мне очень повезло, что он уже был отснят. Я просто смотрела подряд серии в Ютубе. И мне этот сериал посоветовал муж еще тогда, когда мы не были женаты. Я просто на него нереально подсела. И сейчас, когда я что-то делаю, допустим, заказы там или что-то такое, я всегда включаю на фоне этот сериал. И по комментам замечаю, что я не одна такая. Если кто-то смотрел сериал «Кухня», отпишитесь, интересно. Вроде бы второго такого сериала нет. В детстве я смотрела «Папины дочки», «Зачарованные» и так далее. «Моя прекрасная няня» смотрела. Все они ситкомы, в принципе, кроме «Зачарованных». Так что вот так. Вы говорите, какие сериалы, может быть, интересные какие-то есть. Вопрос задает Тамара Сорокина. Тамара, тебе привет. Привет, я из города Сургута. Меня зовут Тамара. Можешь рассказать про семейную организацию? К примеру, женщина убирает, стирает, вся семья на ней, а муж приносит деньги в семью. У вас в стране это так? Если да, то тебя это устраивает или ты бы хотела что-то поменять? Я здесь немножечко не поняла, то есть про страну вопрос или про меня, но я отвечу на то и на то. В стране у нас по большей части так. То есть, типа, муж зарабатывает, а жена дома за детьми смотрит. Но не все такие. Например, у меня мама домохозяйка, бабушка домохозяйка, у бабушки там невеста домохозяйка. У меня 2 тети, одна домохозяйка, другая работает, но все равно как бы, да, преимущественно так, но не во всех семьях, поэтому я не могу как-то категорично на этот вопрос ответить, просто скажу, что преимущество у нас в стране так. Есть семьи, в которых зарабатывают и женщины, но вопрос о том, что мужчина должен зарабатывать больше, все равно остро стоит, даже если и женщины, и мужчины работают. Вот. А если речь идет обо мне, обо нас, хотела сказать, обо мне, о нас, то у нас не так. Как вы знаете, мы работаем в онлайне.
да, из дома. Тем более вы знаете, что мы работаем. Я же говорю, бургер немного разваливается. У нас онлайн-магазин на двоих, то есть я и муж одинаково стараемся над этим магазином. Потом, здесь, кстати, кетчуп, я до него не добралась, здесь кетчуп еще есть. Дальше что у нас? Ютубом мы занимаемся вместе. Это вы меня на экране одну видите. Сейчас еще муж взялся за монтаж и за цветокоррекцию. Вообще больше всего в Ютубе делает он. Но все, что мы делаем, делаем вместе. И, естественно, как-то не замечала за собой такое, чтобы домашние дела были на мне. Нет. Так как мы дома, в принципе, он тоже дома, мы никак не разделяем, типа, вот ты будешь это делать, а я буду вот это делать. Всегда. Просто как-то, если делаем затеяли уборку, то мы делаем ее вместе. Просто единственное, что мой муж большой перфекционист, и он как бы, да, следит за порядком больше, прям более внимательно, но семейные какие-то дела, во-первых, у нас двое, у нас нет таких огромных семейных дел, чтобы были дети, чтобы их туда-сюда отвозить, чтобы убираться за ними. У нас двое, максимум убираем квартиру и моем посуду. Максимум мы убираем квартиру, моем посуду. И то, если посуду моем. Готовить я хочу больше, допустим, я люблю готовить больше. Поэтому я что-то готовлю, хотя иногда тоже он готовит, потому что он тоже повар, у него как бы тоже осталось что-то от этого. Вот. Поэтому я отношусь к этому, ну, то, что сейчас меня устраивает. Поменять я ничего не хочу. Но если вдруг ситуация изменится так, что муж пойдет работать с утра до вечера, то есть все, что угодно может произойти, я не против сидеть дома и как бы заниматься хозяйством, если все будет на мне. Потому что все зависит от ситуации. Если человек с утра до вечера работает, ты же не можешь заставить его после того, как он придет с работы, чтобы он еще и тебе по дому помогал, как бы, да. Поэтому у нас расклад такой. Меня все устраивает, но если что, вдруг я смотрю и на то нормально, совершенно. Единственное, что то, что я говорила, у нас в стране, допустим, остро стоит вопрос, кто зарабатывает больше. Может, некоторые скажут, что, типа, какая разница? Я против того, чтобы, как бы, финансы общие стояли на женщине. Потому что я знаю такие семьи, где мужья просто в кавычках работают для вида, чтобы кто-то сказал, что он идет и возвращается. А в основном работает жена. Я против этого. Вообще в нашей стране у нас такое есть тоже, к сожалению. В любой стране, я думаю, что есть. Но, к счастью, по этой части меня все устраивает. Ребята, я уже наелась. Бургеры так себе, если честно, за цену. Они большие, красивые, но говяжий вообще не понравился. Куриный еще можно съесть. Но за эту цену я добавлю один всего монатик и закажу себе Big Tasty, просто суперский. Или там тот же самый добавлю просто копейки и закажу себе Royal, да? Намного вкуснее. Поэтому новинка для меня не удалась. Если вы пробовали, если вы в Баку или там, не знаю, может быть, в России давно есть, пишите свое мнение, мне интересно почитать. Мы с вами прощаемся. Не забывайте лайкнуть наше видео, если оно вам понравилось. Если не подписаны, подписывайтесь на наш канал и встретимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока!